Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Историчка. Наталья Денисовна жила в коммуналке в центре Питера. Вообще-то она на жизнь не жаловалась. По советским понятиям у нее была громадная жилплощадь, аж 30 квадратных метров. Хотя официально это была всего лишь одна отдельная комната, считай зал. Светлая, с 5-метровым потолком и 3-метровыми окнами, выходящими на набережную Робеспьера, с прекрасным видом на всю Неву. Поди, найди такую. И пусть один санузел на 2 семьи и общая кухня, но ее жилье уж куда лучше тесных отдельных квартирок в хрущевках. Она видит неприкрытую зависть своих подруг, что не только в хрущобах живут, но даже в новых панельных домах, так называемой улучшенной планировки, каких налепили по окраинам в неимоверных количествах. Нет, свою комнату она ни за что не поменяет. Комнату эту получила ее мать еще при Сталине. Так власти отметили возвращение известной заслуженной учительницы в полупустой послеблокадный город. Наталья Денисовна пошла по стопам матери и тоже стала учительницей. Правда, не заслуженной, а обычным преподавателем истории в средней школе. За ее стеной в меньшей комнате за жизнь сменилось множество соседей, и последние далеко не худшие. Туда вселились тихие люди, молодая чета инженеров. Семья серьезная, ни пьянок, ни гулянок. Кухню делили мирно, с очередью в санузел тоже проблем не возникало. Учитывая возраст и учительский статус соседки, ее всегда пропускали первой. Наталья Денисовна ведь уже пенсии дожидалась. Так вот и прожила она всю свою жизнь одна. Пока жива была мать, то приводить кого-то к себе считала зазорным. А как мать померла, так вроде уже и возраст не тот, чтобы любовной романтикой увлекаться. Отдавала она себя учительскому ремеслу, а в свободное время много читала. А как доставала новую историческую книгу, так вообще запоями, глотая страницы до раннего утра. Некоторое беспокойство пришло с рождением соседского ребенка. Ей, никогда не имевшей собственных детей, младенческий плач действовал на нервы, а запах замоченных в ванной пеленок казался совсем непереносимым. Она постарчески бурчала, открыто выражая свое недовольство. Соседи смущались и извинялись, но не скандалили. Впрочем, как только их девочка подросла и пошла в детский сад, в коммуналке восстановился относительный мир, и жизнь вошла в привычное спокойное русло. Из кухонных разговоров с соседями выходило, что отдельная квартира им в скором будущем не светит, а значит, им втроем придется еще долго ютиться в комнате по соседству. Вообще-то тесновато. Отселились бы, вместо них к ней в подселение попала бы какая-нибудь пожилая одинокая женщина, как она сама. Наталья Денисовна своих мечтаний от соседей не скрывала, частенько мысля вслух. И вот, похоже, настало время ее мечтаниям сбыться. Инженериха, как она про себя называла свою молодую соседку, была явно беременна. Наталья Денисовна подзуживала молодых супругов, что пора бы перестать быть тряпками и, наконец, потребовать себе отдельную квартиру. Перспектива иметь в соседской комнате семью уже из 4 человек ее никак не устраивала. В ответ тихий инженер лишь опускал глаза или поспешно отворачивался, но никогда ничего не отвечал. Инженериха же со вздохами говорила однозначные банальности причитания. «Да так, трудно, обещают, да вот начальник». А иногда просто поджимала губки и колко смотрела куда-то в стену. Вот и в этот вечер старая учительница напомнила молодым людям о том, что нельзя плыть по течению, о том, что уж в их-то возрасте уже давно пора выработать активную жизненную позицию, что маниловщина, обломовщина и вообще всякое бездействие – это душевная ржавчина и моральный запор. И вообще, думают ли они, какое детство готовят своим детям?
4 в одной комнате. Неслыханно. Инженер привычно уставился себе под ноги, но соседка не унималась. И тут он впервые поднял глаза и посмотрел ей в лицо. Что-то нехорошее и дерзкое было в его взгляде. Эх, нашел с кем в переглядки играть. 30 лет преподавательского стажа. Уж куда более нарванных сопляков осаживала одной бровью поведя. В ответ историчка действительно лишь приподняла брови. Этакий педагогический жест непонимания, когда хороший мальчик вдруг позволяет себе дерзить. Сосед сразу отвернулся. Наталья Денисовна буркнула что-то победно-снисходительное, гордо повернулась и прошествовала в свою большую комнату. Хлопнув дверью громче обычного, еще минуты 2 шептала себе под нос, словно окончательно утверждая моральное поражение соседа, но через полчаса ее чувства улеглись, а к вечеру она уже и забыла об этом инциденте. Утро началось как обычно. Как обычно, ее почтительно пропустили в туалет, а по выходу, как обычно, освободили комфорку, чтобы та приготовила себе утренний кофе и яичню. После утреннего душа, накрутив на голову полотенце и облачившись в махровый халат, из кармана которого торчала зубная щетка и паста, Наталья Денисовна вышла из парной атмосферы на кухню. По ходу, извинившись за нецензурный вид, поставила на плиту чайник и пошла одеваться. Впрочем, по утрам она никогда не торопилась. За годы своего одиночества она научилась ценить эти утренние полчаса, что давала себе в запас. Можно спокойно насладиться бодрящим кофе в предвкушении нового дня, продумать все, вплоть до последних деталей объяснения материала и собственных жестов, порой специально театрализованных под того или иного ученика. За это ее одновременно любили и боялись. Да, в общем-то, именно собственной игрой, а не некой абстрактной педагогикой она и жила. Урок – это лицедействие, и она там хозяйка и главный лицедей. Когда Наталья Денисовна вновь появилась на кухне, мысли ее уже давно были в школе. Что там у маленьких? Падение Карфагена. Надо отойти от учебника. Надо показать этим засранцам, что такое настоящий Рим. Они же, взяв Карфаген, провели настоящий геноцид, первый в истории человечества. И походу неудачник Гитлер, для сравнения. Его геноцид можно отнести к разряду провальных. Ух, как будут гореть глазки невинных пятиклашек. Ой, спать не будут ночью, представляя себя на месте карфагенских детишек. Так, а что у недорослей? Французская революция. Вот тут надо давить не на теорию, а на реалию. На те безобразия, что после первой коммуны творились. Поди ж ты, рты от удивления откроют. У них же наивные представления о Первой Французской Республике, словно лубочная картинка из пионерлагеря. А 500 голов под гильотину на каждый день не хотите? А 3000 ежедневных изнасилований. Отчего погибла республика? Правильно, порядку не было. Одна жестокость. А почему порядка не было? А потому что идеи не вызрели. Никто не знал, как справедливость установить. Поэтому читайте, детки, Маркса. Там всему общественному порядку научное обоснование есть. И ведь какой женщиной в их глазах буду выглядеть? Антисоветчицей и одновременно убежденной коммунисткой. Здорово. За этими мыслями историчка механически прогрела сковороду, разбила туда 2 яйца, поперчила, посолила и добавила пару ложек отварной вермишели, что завалялось в холодильнике уж, наверное, с неделю. Получился классический, хоть и не балующий разнообразием, завтрак застарелой холостячки. Впрочем, довольно вкусный и питательный. Заработать себе язву Наталья Денисовна не боялась. Засвистел чайник. Покончив с едой, учительница от души сыпанула в свою любимую чашку растворимого кофе. Добавила неполную ложку сахара, а потом, залив кипятком, оставила на столе.
Сейчас самое время сделать необходимые пометки в методических материалах, сложить свой учительский портфель и спуститься к почтовому ящику за утренней газетой. Кофе к этому моменту остынет до той едва уловимой грани между горячей и теплой. Самый вкус. А под свежие новости то двойное удовольствие. Такие нюансы стали ее неизменным, можно сказать, святым ритуалом любого буднего дня последних 20 лет. Наконец Наталья Денисовна села к столу, уже одетая и с кучей периодики. На кухне стояла тишина. За закрытыми дверями соседней комнаты слышалось, как инженериха тихо поругивала за что-то дочку. Видать, инженер уже ушел. Вот и прекрасно. Не будут греметь посудой по духам. Наталья Денисовна пододвинула к себе сковородку, потом раскрыла газету, почти вслепую ткнула вилкой в яичницу и принялась есть, полностью погрузив себя в чтение. Яичницы хватило лишь на передовицу. Наиболее интересные материалы других страниц пришлось бегло просматривать под остывающий кофе. Но вот с завтраком покончено. Учительница вздохнула, собрала газеты, наскоро вымыла сковороду и чашку. Пора на выход. До станции метро Чернышевская на троллейбусе минут 5. Еще 5-7 минут подземки, потом столько же пешком до школы. Вот эти последние минуты и оказались самыми тяжелыми. В метро Наталья Денисовна почувствовала себя неважно. Подташнивала и кружилась голова. На эскалаторе чуть не упала. Обычно проплывающая мимо вереница людей у нее вызывала неподдельный интерес. Она любила вглядываться в их лица, гадать, кто есть кто и в каком настроении. Но не сегодня. Сегодня пестрая череда людских фигур на встречной ленте ей казалась невыносимой. От едва заметной вибрации бегущих ступеней ее мутило, как во время качки на морском прогулочном катере. Она закрыла глаза, чтобы не видеть этого мелькания и чтобы не стошнило тут же на людях. Наконец она снова на улице. Ей казалось, что стоит только добраться до первого кустика, деревца, газона, как она обязательно вырвет. Но, к своему удивлению, Наталья Денисовна обнаружила, что рвота не наступает, и что, превозмогая слабость, вполне можно идти. Только началась другая пытка – острейшие боли в животе. Так она и добралась до школы. В учительской ее появление вызвало переполох. Женщину сразу усадили на стул и наперебой принялись расспрашивать, что случилось, причитая «какая ты зеленая» и «на вас лица нет». И тут случилось неожиданное. Пожилой учительнице страшно захотелось в туалет по-большому. Но слабость такая навалилась, и опять голова кружится. Забыв о своем возрасте и статусе, Наталья Денисовна только жалобно застонала. «Ой, девочки, доведите до уборной». Ее подхватили под руки, да, видно, поздно. Из-под юбки на пол закапали поносные брызги. В коридоре полно детей. Выводить в таком состоянии учительницу никак нельзя. Сконфузившуюся и плачущую ее опять усадили на стул и принялись звонить в скорую. В учительскую порывались зайти дети, кто за журналом, кто за мелом. Их, конечно, отгоняли, но даже за эти доли секунд они могли увидеть свою историчку, легенду и грозу всей школы в таком ужасном состоянии. Решили отвести учительницу подальше от дверей, вглубь комнаты. Ее опять подхватили под руки и подняли. Но в этот раз Наталья Денисовна потеряла сознание. Едва удержали пожилого педагога. Пришлось уложить тут же, у дверей на полу. Наконец-то звонок, а вот и бригада неотложки с носилками. На вопросы врача и ответить нечего. Зашла бледная, начались боли в животе, потом захотела в туалет, не удержалась, а при повторной попытке встать потеряла сознание. Учительницу срочно снесли в машину. Там она бессознательная обделалась еще раз. Стул совсем жидкий, да белесый.
Врач даже холеру заподозрил, но когда в испражнениях появилась слизь с прожилками крови, успокоился. При энтеритах – инфекционные воспаления кишечника. Такого не бывает. Да и боли в животе острые, и сознание потеряло, и давление низкое. Вряд ли это кишечная инфекция. Диагноза нет, но одно ясно – быстро в больницу. В больнице, как всегда в таких случаях, сработал принцип испорченного телефона. Острые боли в животе, слабость, низкое давление, стул с кровью. Вызвали в приемный покой и терапевта, и инфекциониста, и хирурга. Инфекционист с терапевтом устранились, не наша больная. Хирург остался. Может, какой полип у нее закровил, а может, опухоль. А вдруг там прободная язва? Хотя там кровь обычно с рвотой, но все же. Срочно рентген брюшной полости. Пока устанавливали капельницы, пока давали кислород, успели и снимок сделать. А на снимке, похоже, все же опухоль. Скорее всего, злокачественная опухоль желудка. Вон какая легкая тень медузы горгоны. Вероятно, это опухоль икровит. Решили взять женщину на операционный стол. Если там большая опухоль, то никакая операция не поможет. Но острое кровотечение остановить можно, да и непроходимость устранить. В онкохирургии такое называют паллиативной операцией, цель которой немного продлить жизнь и облегчить страдания больного. Однако при операции никакой опухоли или любой другой видимой патологии в желудке не нашли. Хирурги аж присвистнули от изумления. Никогда еще столь типичная и, в общем-то, ясная рентгенологическая картина не возникала на пустом месте. Пришлось ушивать в холостую, абсолютно ничего не сделав. И что самое страшное, совершенно ничего не поняв. После такого даже рука не поднимается написать в протоколе операции «диагностическая лапароскопия». Хороша диагностика. Пузо разрезали, а как были без диагноза, так и остались. От злости ведущий хирург цинично просвистел старую студенческую песенку. Если сразу врач не скажет, завтра секция покажет, патанатом лучший диагност, да-да. К сожалению, он оказался прав. К вечеру у этой неясной больной развелась сильнейшая желтуха, явный признак массивного распада эритроцитов, а потом наступила смерть. Наталью Денисовну, точнее ее холодное тело, переложили на железную каталку с облупившейся белой краской, накрыли простынкой и стыдливо повезли к лифту. Там спустили в подвал и покатили по подземному коридору из главного клинического корпуса в ПАО – патологоанатомическое отделение. Обычно морг находится в отдельном небольшом здании, где-нибудь в глубине больничного двора. Наутро, по истечении положенных 12 часов с момента смерти, патологоанатом изучила короткую, но уже довольно запутанную историю болезни умершей и самостоятельным вскрытием благоразумно решила повременить. Надо сказать, что та патанатомша была весьма прозорливым врачом. В этой смерти она сразу и вполне веско заподозрила криминал. Сделала она одно простое дело. Повторила рентген и приказала принести в морг кал умершей, еще при жизни взятый на анализ. К счастью, в лаборатории баночку не выкинули. На рентгене ничего характерного не обнаружилось, что совершенно контрастировало с пленкой, снятой при поступлении. Ведь та первая рентгенограмма действительно оправдывала все действия хирургов. На ней очевидная картина массивной опухоли или на худой конец непонятной желудочной обструкции. Закупорка или препятствие в просвете полого органа. Такое бесследно не исчезает. Но это если смотреть на рентгенограмму с клинических позиций. А если предположить, что в момент первого снимка в содержимом желудка присутствовало некое рентгенконтрастное вещество, да к тому же распространенное неоднородно.
Например, только начавший всасываться мышьячный ангидрид в значительных количествах. Версия получается вполне логичной, запросто объясняющая и наличие опухолевых теней, и магическое исчезновение обструкции при операции. Дело за малым – найти мышьяк. Найдешь – вызывай судебного медика. Этот труп уже его головная боль. А не найдешь, то выполняй сама обычное вскрытие и пиши положенный ведомственный документ. Вот тогда и будешь гадать с диагнозом. Все решила старая добрая проба Марша. В выделениях мышьяк, да в приличных количествах. Протокол будет писать судмедэксперт, а не патанатом. Звонок в милицию. Так и так, острое отравление мышьяком со смертельным исходом. Зовите следователя. Вскоре приехала парочка – следователь и судебный медик. Медик тот был адъюнктом 2-го года из кафедры судебной медицины ВМА. Писал он кандидатскую диссертацию по судебной токсикологии, а посему уже считал себя в этой научной отрасли большим знатоком. Патанатомша же в судебке и часа не проработала. Всю жизнь занималась исключительно клинической патанатомией. Так вот, когда эта докторица рассказала простой и логичный ход своих мыслей, без вскрытия приведший ее к правильному диагнозу, притом подтвержденному лабораторно, у молодого знатока от зависти и удивления аж челюсть отвисла. Вот это голова! Получилось точно, как в старом медицинском анекдоте. Терапевт ничего не знает и ничего не умеет. Хирург все умеет, но ничего не знает. А патанатом и все знает, и все умеет, только больных к нему поздно привозят. Раз все уже ясно, то решили, что нет смысла тело из одного морга в другой таскать. Труп вскрыли на месте. Классическое полнокровие органов, отек мозга, множественные точечные кровоизлияния в слизистой оболочке и сильный гемолиз, распад красных кровяных телец. Именно этот распад вызвал острейшую гиперкалиемию, повышение концентрации калия в крови. А уже калий, в свою очередь, привел к первичной остановке сердца. Не любит наше сердце свободный калий. Его место внутри клеточек. Динамика смерти ясна, да и причина тоже. Острое разовое отравление мышьяком. Дальнейшее судебно-химическое исследование показало наличие мышьяка везде, кроме ногтей и волос. Туда яд проникнуть просто не успел. Но все это для медиков ясно, не для следователя. Для следователя нужны мотивы и исполнители. То, что эта смерть могла быть умышленным убийством, мотивом которого мог быть банальный квартирный вопрос, следак заподозрил сразу. Только эти подозрения так и остались подозрениями. На квартире у Натальи Денисовны следы мышьяка, да и то очень незначительные, на уровне фона, нашли только в воде гидрозатвора под раковиной. А ведь как искали! И все тряпки-ёршики, чем посуду моют, протестировали. И смывы с кухонных шкафчиков, с полов, с мебели и, конечно, с рук соседей. И их одежду, и воду из-под крана, и кофе, и кружку из-под кофе, и сковородку, и вилки, и содержимое всего съедобного и не очень, вроде соли, сахара и даже мыла и стирального порошка. Нет мышьяка. Мотив есть, а доказательств нет. Вроде и кружка со следами кофе слишком новая, и сковородка со следами яичницы без особых царапин. Может, подменили? Да вот бабка одинокая, гости у нее нечасто бывали. Поди ж такое докажи. Ясно одно. Соседи эти, если это они, извините, но виновным может признать только суд, оказались очень умными и очень аккуратными людьми. Они нигде не наследили и абсолютно все предусмотрели. Вообще в мышьячных делах трудно не наследить. Уж очень чувствительны методы, и тогда, и тем более сейчас. Но, как говорится, не пойманный не вор. Видать, обхитрили следствие.
Небось, выкинули ту посуду, куда яд подмешали, и работали в перчатках. Пузырек или что там у них было, тоже держали в каком-то контейнере и сразу от него избавились. Впрочем, не следует тут руководство по отравлениям писать. В подобных делах есть маленькие хитрости, о которых преступник обычно не догадывается. В этот же раз догадался. Уголовное дело было прекращено за недостаточностью улик, и семья инженеров зажила в отдельной двухкомнатной квартире, по законам того времени присоединив себе большую комнату с видом на набережную Робеспьера.